5-й год Второй мировой войны. 3-й год советский народ нес ее основную тяжесть, перенося неслыханные лишения и страдания, спасал будущее всего человечества. Фашизм был обречен, но в слепом упорстве бросал в огонь войны все новые миллионы жизней. Из 300 с лишним гитлеровских дивизий более 250 воевали на Восточном фронте. На всех 4400 километрах от Белого до Черного моря шли тяжелые кровопролитные бои. Таким образом, здесь, на Корсунь-Шевченковском выступе, противник сосредоточил крупные силы. Нависая над флангами 1-го и 2-го украинских фронтов, противник препятствует продвижению к Южному Бугу и далее к границе, держит под серьезной угрозой Кировоград и Киев. И что предлагает Жуков? Согласовав на месте с Ватутиным и Коневым, он предлагает отсечь, окружить и уничтожить всю эту группировку врага. И это при примерном равенстве сил. При том, что у немцев даже некоторые превосходства в танках. У него здесь и здесь сильнее танковые заслоны. Мы достигнем перевеса за счет создания ударных группировок и за счет маневра огнем и танками. Земля великого Шевченко. Выход на подступы к Балканам, конечно же, окажет влияние на обстановку в Европе и в мире. План утвердить. Завтра же направить директиву Жукову на 1-й и 2-й украинские фронты. 2-ю танковую передать Ватутину. Сроки? Предлагается начать операцию 25 января 2-м украинским, 26-го 1-м. Годовщина Сталинграда и новый Сталинград на Днепре. Ну что ж, теперь мы сильнее. Наши красноармейцы, командиры опытные. Теперь мы обязаны не просто изгнать врага с нашей земли, а уничтожить его. Нас там ждут. Нас очень ждут там. Passt auf. Da wird unsere Verteidigungslinie verlaufen. Verstanden? Marsch, Marsch! So, jetzt alle. Hau ruck! Hau ruck! Weiter! Alle Vorsicht! Das schneller! Das schneller! So, jetzt weiter! Du alte Hure! Jetzt kriegst du was von mir! Weg! Hey, weg von hier! Дай сюда! Матери-то есть у вас? Иди отсюда, иди! Иди! Детки мои, сыночки, где же вы? Ну, пошли, и нам пора. Атаку! Батальоны 2-го Украинского фронта по плану начали разведку боем. Удар этих батальонов был столь внезапным и сокрушительным, что опрокинул все планы. Случилось непредвиденное.
Los! Verdammt doch, Mann! Auslauf, Feuer! Я третий! Товарищ командир, первый на проводе! Я третий! А какой там отход? Я не могу остановить пехоту! Первый! Слышишь? Докладываю! Ворвался в первую траншею противника! Разрешите преследовать! Прикрой огнем! Третий, я седьмой! Докладываю, приказ выполнен! За командира! Verteidigungslinie eingenommen. Bitte kommen! Противник в панике бежит! Прошу разрешения на преследование! Осторожно, ребята. Товарищ подполковник, Отправляйте раненых. товарищ подполковник, там комбат убит. Вот его документы. Просили матери передать, она недалеко здесь живет. Где он? Пойдемте. Не дошел солдат до матери. Представить к награде посмертно. Слушаюсь, товарищ подполковник. Товарищ маршал, у вас телефон. Так, Товарищ Юрьев! Тут у нас такое дело. Расписание ломается. Противник не выдержал разведки боем и отходит. Есть возможность начать операцию на день раньше. Перенос наступления на сутки утверждаю. Действуйте, генерал. Попрошу подождать минуту. Карту. Продолжайте демонстрацию наступления под Кировоградом. Я думаю, Манштейн не сразу разберется, откуда мы наносим ему удар. Так, а теперь карта перед вами. В районе перед вами. В районе ввода ваших танковых корпусов. Видите Капитановку? Есть? И Тишковку. Следите здесь за флангами пристально, генерал. Когда Манштейн опомнится, он обязательно здесь попытается отрезать вас. Чем вы ответите? Мало. Мало, он подтянет свои танки и сомнет ваше прикрытие. Но это уже лучше. Держите наготове казачий корпус Селиванова. Подтяните его поближе к месту будущего прорыва, но в дело не вводите, пока не ударит Манштейн. Есть! Nun, was meinen Sie darüber? Interessant. Was melden Что eure сообщает Abwehr? разведка? Фонс, Перед нами две армии. Конкретно. die 7. und die 5. 7-я и 5-я. Und wie steht's А mit где у Panzer? них танки? Ein Korps der Panzerarmee von General Rotmistrov liegt bei Корпус Kировоград. танковой армии генерала Ротмистрова находится под Кировоградом.
Ich bin fest überzeugt, General. Я уверен, что они здесь готовят главный удар. Ganz meine Meinung. Господин фельдмаршал, срочное донесение. Die Russen durchbrachen die Front. Русские прорвали фронт в районе Капитановка, Тишковка, Баландина. Их танки движутся на школу Звенигородку. Тем не менее, господа, это классический отвлекающий боевой маневр. Основной удар здесь, в сторону Кировограда. Я в этом убежден. Слушайте, мои генералы. Почему мы воюем с русскими так долго? Почему мы, объявив о блицкриге, тем не менее торчим здесь, в России? Потому что мы считаем неприятеля глупее нас. А он, оказывается, воюет грамотно. А если он воюет грамотно, чем же он закроет свой фронт окружения, если он прорвется в сторону Звенигородки? Ведь одними танками мешок не завяжешь. Возникает вопрос, сколько времени понадобится неприятелю, чтобы перебросить в район прорыва танков свою пехоту? Не 5, господин фельдмаршал, или 6. Не 5 и не 6. Мы перережем клин вражеского наступления через 3 дня и уничтожим всю его танковую дивизию. Вот это и будет мой личный подарок генералу Коневу. 26 января к исходу дня в районе Капитановки и Тишковки 3 танковые и 1 пехотная дивизия немцев ударили с юга, смяли прикрытие на флангах наших войск и пошли по тылам корпусов Лазарева и Кириченко. Наступило критическое положение. Achtung! Das 2. Panzerbataillon erreicht die Angriffsposition! Liebe, pass auf! Damit sind wir lieber als Schlaf! Bist allein! Pippi ist auf! Der ist auch kaputt! Der Alpha, ich melde! Der Widerstand der Russen ist völlig gebrochen! Ja, Ihr Maschinengewehr, Huber! Sehr gut! Wunderbar! Sehe eine Kolonne unserer Tiger in Anmarsch! Sieg heil! Я в кольце танков противника. Их много. Иду на таран. Иду на таран! Прощайте, ребята! Vor dem großen Tor, vor der Kaserne, vor dem großen Tor, vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Die Laterne steht sie bevor und alle Heil Hitler! Gratuliere, Herr General! Hier sind die Meldungen Поздравляю, мой генерал. Вот донесение наших передовых отрядов. Они как ножом срезали тылы советских корпусов, и те остались в западне. Danke. Sie sind frei. Nehmen Sie. Schreiben Sie. Пишите. Umань. Умань. An Manstein. Манштейну. Höchst dringend. Особо срочно. Es ist notwendig, sofort die Kräfte Необходимо сейчас же свернуть mit einem группировку Schlag die abgeschnittenen Truppen и, zu vernichten, уничтожив dann отрезанные schnell корпуса, nach dem Westen. свернуть на запад. Sonst wird es zu spät. Завтра будет поздно. Der vorübergehende Erfolg
Временный успех. Именно сейчас вы предлагаете, именно сейчас. Сейчас. Необходимо предотвратить катастрофу русских корпусов, наших корпусов. В Корсуньском котле. Это 100 тысяч немецких жизней. Пожалуй, следует повернуть корпуса назад. А может, занять оборону и ожидать подхода пехоты? Ну что, жарко, Иван Степанович? Не то слово. У меня отрезаны Кириченко и Лазарев. Ну ничего, выше голову. Ничего неожиданного. Мы же предвидели это. Предвидели, да. Да уж больно крепко ударил. Крепко-крепко. Мой совет тебе. Поверни Кириченко фронтом на юг. На юг? Да, чтобы обеспечить левый фланг Лазареву. А Лазареву безоглядно вперед. Только вперед. Есть! Ввожу в дело вторые эшелоны Ротмистрова и Селивановский кавалерийский корпус. Общая задача – восстановить положение, отбить капитанов к летишкам. Пришел наш час. Товарищи гвардейцы-кавалеристы, слушайте боевую задачу. Вместе с 18-м танковым корпусом выходим в тылы противника в направлении Ольшаны. В районе Квиток соединяемся с 27-й армией 1-го Украинского, создаем внутренний фронт окружения. Задача ясна? Ясна. Головным пойдет... Разрешите обратиться, товарищ генерал? Что, артиллерист? Мой полк оставляет на прикрытие фланга. А ты вперед рвешься. Стойте, приказано. Нельзя, товарищ генерал. Семья у меня здесь. Жена Мотря Григорьевна Байда. 2 детей. Старуха. Пустите вперед, товарищ генерал. Уважим, артиллеристы. Давай на квитки. Есть. Первый Украинский фронт начал операцию на 2 дня позже. Здесь шли напряженные бои. Оборона противника трещала, но держалась. И тогда Ватутин решился. Вот здесь у Трофименко в 27-й армии намечается успех. Подтягивайтесь к нему. Узкой лентой ворветесь в тыл противника. И стремительно через Лисянку на Звенигородку. В бои не ввязываться. Узлы обороны обходить. Помните, ваша задача – Звенигородка и скорость. Скорость и Звенигородка. 2-й украинский на подходе. Разрешите выполнять? Выполняйте. Подполковник, задержитесь. Выжми из машин все возможное, танкист. Но в Звенигородку ворвись как можно быстрее. Спасибо, товарищ командующий. Родные у меня там. Мать. В Квитках. 3 года не видел. Ну что ж. Желаю тебе скорой встречи.
Лейтенант Заболотный! Есть, брать! Пока основные силы двух украинских фронтов завершали прорыв обороны противника, отражали его контрудары, их танковые группировки, преодолевая упорное сопротивление врага и бездорожья, днем и ночью стремительно двигались навстречу друг другу. Приехали! А ты кто ж тут фрицев пугает? Ну, здорово! Привет, первый украинский! Дай хоть я посмотрю на тебя! Ну что, встретились? Встретились! Есть, товарищ Юрьев. Колечко замкнуто. Ну ладно, рано радоваться. Это пока ниточка тонкая, ее разорвать не штука. Теперь поскорее корпуса пехоты. Они в пути, товарищ маршал. Вот когда они охватят, досядет пехота на внешних фронтах и укрепится на внутренних, приготовьтесь. Немцев в кольце около 100 тысяч, рвать будут изнутри. Да, и Манштейн попытается их выручить. Поэтому я вторую воздушную армию Красовского перенацеливаю на внешний фронт окружения. Вовремя. Их надо блокировать с воздуха. И ускорьте, всемерно ускорьте бросок пехоты на внешний фронт. Сейчас пехота решает все. Мне стало известно, что резко усилился поток офицеров, желающих выехать в тыл под любым предлогом. Это верно? Мой генерал, так уже было. Где? Под Сталинградом. Ни о каком отходе из Корсунского котла не может быть и речи. За нас сама судьба. Танки Манштейна, Бог и фюрер за нас. Русские не смогут в этой немыслимой грязи замкнуть кольцо раньше, чем через неделю. Сегодня с нами Бога нет. Только грязь. Еще немного. Ну, еще, ребята. Sie sind schon hier! Auf die Panzer! Stehen bleiben, ihr Hosenscheißer! Zurück, habe ich gesagt! Woher aber nur? Verdammt nochmal! Товарищ командир, к атаке готовы. Поднимай батальон. Танки пойдут слева. В атаку. Есть! Да, Товарищ Борин, ты подполковник! взял! Подожди. Да? Что случилось, как Товарищ раненый? полковник, все нормально. Вот, тетрадь сохранилась. У сторожа музея Шевченко.
Лейтенант Жданов! Я, товарищ подполковник. Вот книга отзыва музея Шевченко. Что будем делать? Товарищ командир, к телефону. Да? Мы еще вернемся. Тарас Григорьевич. Август 1941 года. Капитан Борисенко. Твоя рота ворвалась первой. Так точно. Лейтенант, тебе великая честь, ты и пиши. Да! Слышу! И распишись, лейтенант Жданов. Выдвигая роту Мы к высоте, прикрой огнем. вернулись. Как понял? Лейтенант Жданов. Февраль 44 года. Казалось, время повернуло вспять к далекому прошлому, когда на этой же земле пылал огонь освободительной войны, о которой пророчески писал Тарас Шевченко. Запылала Смелянщина, и Корсунь за нею, и Медведевка давно уж небо подпекает. Горит смело, Смелянщина кровью подплывает, полыхают разом Канев, Чигирин, Черкасы. Черный шлях окутан дымом, и кровь полилась до Волыни. Над Лисянкой клубы дыма к небу повалили. Что еще? Документы Байды. Давай побыстрее. Вот. Я не могу, его ждут. А я приду и скажу, он погиб. Ты думаешь, я смогу? Лейтенант Смирнов, пойдемте вместе. Спасибо. Внученька, иди помоги маме. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Байды? Ну, мы Байды. Входи, входи, сынок. Садись. Говори, говори. Кто? Коленька, не пущу, не пущу, сыночек миленький, не пущу, родненький. Неумолимо сжималось Корсунь-Шевченковское кольцо, обрекая на гибель живую силу и технику противника. В результате энергичных ударов двух украинских фронтов территория котла неумолимо сужается. Положение Штеммермана безнадежным. Безнадежно говорите? Так точно, товарищ Сталин. Именно это слово. Их дальнейшее сопротивление бессмысленно. Предложите им сдаться. Направьте ультиматум. Будет исполнено. А если они отклонят ультиматум? А если отклонят, тогда у нас в народе, товарищ Антонов, говорят так. Если враг не сдается, его уничтожают. Маршал Жуков на проводе, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Жуков. Здравствуйте, товарищ Сталин.
Тут товарищ Антонов докладывает, что положение Штемермена безнадежным. Вы подтверждаете это? Да, подтверждаю, товарищ Сталин. Тогда предложите им сдаться. Направьте ультиматум. Будет исполнено, товарищ Сталин. Подождем здесь. Здравствуйте, хозяева. О, хозяйка. День добрый. Доброго вам здоровья. Здравствуйте. Сын? Сын, да. А хозяин-то где? Воюет? А хозяин наш, знаете, Погиб? он это... Нет у нас хозяина. Фашист он хозяин, полицейская шкура. Вместе с немцами сбежал, и нет у меня отца, так и знайте. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка. У нас сын за отца не отвечает, знаешь? Если так, если правда не отвечает, разрешите в бой. Дайте винтовку. Тебе сколько годов-то? 16 ему, господин... Товарищ, жальтесь! Крестом заклинаю. Дайте ему винтовку, он оправдает. Добрый человек, помогите, дайте. Как же ему теперь жить и помирать, как же, с позором, ой, Господи. Разрешите? Да. Товарищ командующий, по приказу представителя ставки маршала Жукова вам доставлены документы. Давайте. Ультиматум. Ультиматум. Ваше положение безнадежное и дальнейшее сопротивление бессмысленно. В избежание ненужного кровопролития мы предлагаем вам принять следующие условия капитуляции. Если вы отклоните наше предложение сложить оружие, то войска Красной Армии и Воздушного флота начнут действия по уничтожению окруженных войск, и ответственность за их уничтожение понесете вы. Это хорошо. Это я подписываю. Воюй, солдат. Надеюсь услышать о тебе. Здравия желаем, товарищ командующий. Здравствуйте. Подполковник Савельев. Здравствуйте. Рядовой Кузнецов. Здравствуйте. Лейтенант Смирнов. Так вот, товарищи, командование возлагает на вас ответственную боевую задачу. Пойдете советскими парламентерами к врагу. Вручите пакет. В пакете наши условия его безоговорочной капитуляции. Ясна задача? Так точно, товарищ командующий. Ясно. Ясно. Скажу честно, поручиться ни за что нельзя. Идете в логово к врагу, к зверю. Для них не существует никаких моральных норм. Подумайте об этом. Мы готовы, товарищ командующий. Готовы. Готовы. Держаться с достоинством. Возможной провокации не реагировать. Ясно? Ясно. И помните, вы идете с благородной миссией. По сути дела, вы спасаете десятки тысяч жизней, которые гибнут в котле. Сегодня, 8 февраля, 14 часов, к немецким линиям будут высланы советские парламентеры.
Им поручено от имени Верховного Главнокомандования Советской Армии передать ультиматум генералу Штеммерману. Мы гарантируем всем офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, жизнь и безопасность. Чего? Оставь его. Письмо из Гамбурга получил. Дом его, мать, семью, всю улицу англичане начисто. В том случае, если вы поняли меня, подтвердите это 3 выстрелами в воздух. Und was machen unsere Soldaten? И что же наши солдаты? Они производят 3 выстрела в воздух. Осмелюсь напомнить, Берлин категорически запретил вести переговоры. Was noch? Что еще? Фюрер направил к нам специальный самолет с медалями, дающими право на землю участникам сражения. Приказано широко оповестить войска. Sofort eine Verbindung nach Rumänien. Немедленно свяжитесь с Уманью. Генерал-фельдмаршала Манштейна. Продолжайте, генерал. Для успешного контрнаступления нужна перегруппировка войск. Господин генерал-фельдмаршал, снова Штеммерман. Он просит разрешения принять русских парламентеров. Переговоры с большевиками? Это нарушение приказа, господин фельдмаршал. Продолжайте, генерал. Русская авиация блокирует котел. Их танки атакуют непрерывно. Времени для перегруппировки у нас нет. Нам необходимо иметь хотя бы 2-3 суток. В районе Новомиргорода перегруппировались и готовы к удару 3-я, 13-я и 14-я танковые дивизии. Передайте Штеммерману, он может принять русских парламентеров. Приказ фюрера запрещает, господин фельдмаршал. Начальника оперативного отдела и начальника штаба ко мне. И мы получим свои 24 часа, которые так нужны для перегруппировки наших войск. Удачи, ребята. Будь здоров, лейтенант. Ну, Володька. Держись, Ну? Савельев. Желаю удачи. Все сделаем, товарищ Как генерал. говорится, с Богом. Флаг. Есть. Давай сигнал. Пошли, мужики. 8 февраля 1944 года. Шел 1-й час временного прекращения огня. Warum schießt du nicht? Weg! Не отвечать. Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Ложись! Так. Что будем делать? Что? Ну что будем Выполнять делать? приказ. Надо идти. Сигнал. Nicht schießen! Idiot! Arschloch! Das sind russische Parlamentäre, verstanden? Jawohl.
Kompanieführer, Hauptmann Schütz. Подполковник Савельев. Ich soll Sie und Ihre Leute begleiten. Что он сказал? Ему приказали нас встретить и проводить. Halt! Stehen bleiben. Сейчас нам завяжут глаза. Шел третий час временного прекращения огня. Десятки тысяч измученных, потерявших человеческий облик солдат вермахта ждали ответа своего командования, надеялись на спасение. Augenbinden ab. Подполковник Савельев. Я уполномочен советским командованием передать пакет генералу Штеммерману. Artillerieoberbefehlshaber Oberst Fouquet. General Stemmermann befahl mir, das Schreiben in Empfang zu nehmen. Полковник Фуке. Штеммерман поручил ему принять пакет. Ich melde den Befehlshaber. Warten Sie bitte. Просит подождать. К окну не ходить, это нельзя. Садиться. Herr General. Господин генерал, парламентер у меня. Они изолированы. Передо мной текст ультиматума. Bitte? Lass mich probieren. Danke. Gib mir bitte. Ja, bitte. Ich versuche es gleich. Nee, das gelingt mir Vielleicht überhaupt aber nicht. ich? Versuch du. Das ist verboten! Nervы. Но вы спокойно держите, подполковник. В данной ситуации нервничать следует не нам. Но, знаете, я не рисковал бить ваше положение. Вы не окажетесь в моем положении. Я хотел сказать... Я понял, что вы хотели сказать. Oh, es klappt bei dir. Die Antwort bekommen Sie laut Ihrem Vorschlag morgen um 11 Uhr. Ответ будет завтра в 11 часов. По московскому времени. Ja. Darf ich Sie zum Mittagessen einladen? Нас приглашают пообедать. Мы благодарим вас. Нас уже угостили. Schon gekostet. Nicht verstanden? Пулеметными очередями по белому флагу парламентеров. Was? Die Schuldigen werden bestraft. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Виновные будут наказаны. Verzeihung, General. Ohne Anmeldung. Ein Befehl Mansteins. Приказ Манштейна немедленно задержать парламентеров. Ребята, вы здесь? Hier, los. Здесь. Los, los. Смирнов. Ja. Кузнецов. Ja. Шел пятый час временного прекращения огня. Herr Oberst, Господин ein Befehl полковник, von General приказ генерала Stemmermann. Штеммермана задержать парламентеров. Что? Передайте приказ. Задержать любой ценой. Дома! Здравствуй, Володя! Здорово, старик! Дай покурить. Хорошо, дом. Да молодцы. Спасибо вам. Товарищ генерал, приказ выполнен. Подробности потом. Главное, выполнили. Правильно. Необходимо согласовать со Штеммерманом все детали совместного удара извне и изнутри котла. Herr Generalfeldmarschall. Господин фельдмаршал, есть предположение, что русские читают наш шифр. Dann funken Sie an General Stemmermann eine В таком Nachricht случае über unseren Angriff im передайте Raum Штеммерману Alshana. шифровку о нашем ударе в районе Альшана-Городища. Успеем ли? Я сказал, в районе Альшана-Городища. Все свободны. Вызвать ко мне генерала фон Бюлова. Слушаюсь.
Шел 9-й час временного прекращения огня. Так что же случилось, разведчик? По данным радиоразведки, противникам готовится совместный удар. Где? В районе Альшаны-Городище, в направлении Квиток. У меня БД нарушен. СТ в порядке. Новая авантюра. Таков их ответ на наше предложение спасти десятки тысяч людей. Резервов поблизости нет. Из 900 грузовиков фронта на ходу 630. Из них 300 безнадежно застряли вблизи. Товарищ Рогожин, соедините с командующим 2-й воздушной армией генералом Красовским. Есть. Константин Васильевич, прошу вас, объясните ситуацию генералу Красовскому. Хорошо. Алексей Николаевич, что там у нас в полосе 40-й? У Жмаченко. Уточните, пожалуйста. Есть. А вас прошу, следите. Следите в оба глаза за резервами противника. Эти сведения нам нужны. Извините. Товарищ маршал, на проводе генерал Ватутин. Слушаю. Товарищ Юрьев, планируется совместный удар Манштейна-Штеммермана в районе Альшаны-Городище. Ясно. Нервничает Манштейн. Начиналось-то как частная операция, крупная, но частная. Сейчас 2-й Сталинград. Так. Направление удара городища Альшаны. Хорошо. Что если... Да нет. Не решится Манштейн. Нет. Ах, пожалел ты меня, подеешь, снежку бы сюда поддать. Все. Вот здесь, вот здесь. Чаю и покрепче. Ну, что там у Красовского? Обещал сделать все возможное. Да, они должны сделать и невозможное. Сейчас не менее опасный враг – распутица. Грязь, черт бы ее побрал. Грузовики вязнут, не могут подвести снаряды. Константин Васильевич, а что, если обратиться к людям? Объяснить положение и попросить людей помочь. Поднеси боезапас, как полагаете? Согласен, Николай Федорович. Возьмите это на себя. Я послал Штеммерману шифровку о нашем ударе в районе Альшана-Городище. Даже если русские прочтут ее, меня это мало беспокоит. Пусть начнут переброску своих частей. Садитесь, генерал. А теперь то, чего я не доверю никакому радио. Это казаки Селиванова. Что у них там в обороне? Артиллерийский полк. Он несколько в глубине. Но все его батареи нами засечены и могут быть легко подавлены. Само провидение дарует нам этот случай. Ваша дивизия готова, генерал? Так точно. И насколько я могу судить, не обнаружено русской разведкой. Ну вот и прекрасно.
Возвращайтесь в котел к своей дивизии. Ночью выведите ее прямо на передний край. А утром проутюжьте позиции казаков. Штеммерман получит от меня новый приказ. Немедленно ударить по Селиванову. И пусть русские читают его сколько угодно. Все равно они уже ничего не смогут сделать. Ничего. Шел 10-й час временного прекращения огня. Конева. Иван Степанович, не спишь? Не сплю, товарищ Юрьев, думаю. Похоже на то, что они, отведенное нашим ультиматумом время, постараются использовать для переброски войск. Неужели мы им позволим, товарищ Юрьев? Это же... Позволим, Иван Степанович. Мы сами назначили такой срок 11:00. И до этой минуты ни один наш снаряд первым не разорвется. Но я не об этом. Что у Селиванова? Я приказал послать туда усиленную разведку. Разумно. С этого участка Иван Степанович глаз не спускать. И о результатах разведки у Селиванова доложите мне немедленно. Слышишь? Немедленно. Понял, товарищ Юрьев. Ну, думай. Думай. Какие танки? Ты хорошо смотришь? Откуда они здесь? Молодцы, ребят. Шел 12-й час временного прекращения огня. Не может быть. Все точно, товарищ генерал, не сомневайтесь. Сами насчитали, штук 50 танков. А по гулу слышно, еще подходят. К утру ударят, это точно. Черт, откуда же они взялись на мою голову? Командующий. Алексей Гордеевич, подкрепление к вам уже подходит. Любой ценой продержитесь полдня. Вы поняли? Так точно, товарищ командир. Любой ценой. Сделаем. Всех отличившихся награждать на поле боя. Есть. Ты все понял, артиллерист? А чего ж тут не понять, товарищ генерал? Нет, не все. Что еще? Задержать на полдня. А то, что придется, видимо, погибнуть смертью храбрых. Ты это понял? Война, товарищ генерал. Вас вызывает, товарищ генерал. Слушай, товарищ Юрьев. Да, он здесь. Даю. Маршал Жуков. Майор Чернецов, вы получили приказ? Так точно, товарищ Юрьев. Ну, а теперь выслушайте мою просьбу. Я понимаю, это невозможно. Я знаю, невозможно. Но я прошу вас это сделать. Продержитесь полдня. Только полдня. И победа, майор. Умру, но не отойду, товарищ Юрьев. Я надеюсь на вас, майор. Стой! Куда вас несет? Немец, вон он. Шел 18-й час временного прекращения огня. Танки где? Вон там. А вот здесь, вот, совсем близко. Пушки вы выкатить вручную. В боевые порядки пехоты. И замаскировать так, чтобы с 2 шагов не было видно. Да они же разнесут нас, как бог черепаху. А рассветет, навести прицельно. Но огня открывать не будем. До их первого выстрела. Солдат свое дело знает. Если немцы
Обнаружат пушки на переднем крае, они расстреляют их за 5 минут. Они расстреляют, то все равно раздавят. И тогда перед ними все открыто. Не каркай. Да, один выход. Засада. И огонь в упор. Пора. Ну, чего ждать? Погоди. Нельзя. Перемирие. Файл! Добро горить. Проучил ты их, фраеров. Уже 16 дивизий фельдмаршала Манштейна шли к окруженным. А навстречу им из котла рвались обреченные, потерявшие управление дивизия Штеммермана. Товарищ маршал, перехвачены радиограммы противника. Читайте. Я вас выручу, Хубе. Мы слышим ваши пулеметы, Штеммерман. А вот радио фюрера. Повара наших войск черпают воду из Днепра. Можете положиться на меня, как на каменную стену. Вы будете освобождены из котла. Вы свободны. Значит, повара черпают воду из Днепра. Коридор простреливается насквозь. Тут осталось всего 10-12 километров. Товарищ маршал, Ватутин просит разрешения ввести в дело вторую танковую под Герки. Ну, а ты как думаешь? Я тоже полагаю, товарищ маршал, что пора вводить вторую танковую и перебросить ее сюда, в район Ерки, и восстановить положение. Он настойчиво атакует в этом районе. Передайте приказ. Второй танковой армии Богданова
форсированным маршем выдвинуться под Резино. Под Резино пишите. И сходу опрокинуть противника. Но, товарищ маршал, противник настойчиво атакует в районе Ярки, а под Резино тишина. Он выдыхается под Ярками, выдыхается, а ночью перебросит сюда танки и утром ударит здесь. Немедленно передайте приказ, немедленно. Немедленно на узел. Слушаюсь, товарищ маршал. И передайте. Предельная скрытность переброски. Предельная. Слушаюсь. Товарищ командир, ну что там? Чего стали? Родную хату вижу. Ускорить движение, Вася. Есть! Приказано не задерживаться. Быстрее, ребятки, быстрее. Вперед! Полный вперед! Температура. Типичнейший грипп. В постель. И без разговоров, товарищ маршал. Георгий Константинович. Что под Резино? Тихо, товарищ маршал. Тихо. А какая обстановка в котле? Отчаянно рвутся к шендеровке. Георгий Константинович, вы должны лечь в постель. Ну что? Ну смешно мне сейчас валяться в постели с гриппом. Ну смешно. Не могу я сейчас, не могу. Я отвечаю за ваше здоровье. Товарищ маршал, Манштейн атакует под Резино. Авангарды 2-й танковой сходу вступили в бой. Так. Поздно, Манштейн. Поздно. Ах ты ж гад! Ах ты ж Гитлер! Проклятый, чтоб тебе захлебнуться в этом болоте. Мама, а может, нашего отца здесь встретим, а? Казаков видели. Может, и наш где-то здесь. Товарищ Конев, чем, на ваш взгляд, характерна эта происходящая теперь Корсунь-Шевченковская операция? Народ помогает, товарищ Сталин. Очень помогает народ. Товарищ Конев, мы возлагаем на вас руководство войсками, действующими против окруженной группировки. Предпочиняем вам из 1-го украинского 27-ю армию Трофименко. Директиву получите. И поспешите с уничтожением врага. Пора готовить землю к весенней пассивной кампании. Мама. Федя, Федя. Мама. Мама. Сыночек. Мама. Феденька. Мама. Живой. Живой, мама. Дядя, ты кто? Военный, как видишь. Дядя Толя меня зовут, а ты кто? А я Витя. А кто твоя мама? Мама Оксана. Дядя, чего ты в чужую хату зашел? Ну-ка, иди сюда. А ты знаешь, что это моя хата? Ну да. Да. А ты не знаешь, что тетя Мотря и Клава? Тетя Мотря и Клава понесли на фронт снаряды.
А бабуся? А бабуся каждое утро выходит на дорогу, встречает своих сыновей. Витька, какую ты мне весть принес? Soldaten! Солдаты, Söhne unserer сыны Великой geliebten Германии, Heimat. Wir haben keine andere Wahl. у нас нет другого выхода. In 3 Kolonnen, Тремя колоннами immer nur vorwärts. только вперед. Wir müssen durchbrechen. Только прорыв. Im Namen des Führers und Deutschlands müsst Во ihr имя das tun. фюрера и Германии вы сделаете это. Und jetzt А теперь wollen wir unsere Leib und веряем Seele Господу Богу dem lieben Gott свое тело и душу. Herr General, ein neuer Transport mit Verwundeten ist da. Es sind Господин schon генерал, 7000. прибыл новый Ihre транспорт с Anweisung? ранеными. Какие будут указания? Ни один солдат фюрера не должен попасть в плен. Ни один. Идите. Feuer!
вооруженная группировка противника перестала существовать. Зачем? Во имя чего они пришли сюда? 55 тысяч солдат вермахта навсегда остались лежать в земле, которую они собирались завоевать. Таков удел всех, кто помышляет о порабощении других народов. Похороните его. Ты? Так точно. Ну что, солдат, сломали мы ему хребет? Сломали, товарищ генерал. Dieses verfluchte Land. Проклятая страна. Die Zeit kommt. Придет время, мы будем говорить об утерянных победах. История подтвердит, что, видит Бог, я с самого начала был за отвод войск из котла. С самого начала, не так ли, генерал? Но, к сожалению, не мы решаем в этих битвах. Непонятная страна. Варвары. Устроили в музее Канева конюшню, а в последнее время приспособили под концлагерь. А это что? Развлекались. Стреляли в статую Шевченко. Надо принять все меры по спасению музея. Все, что возможно, товарищ маршал, делается. А это я передам Верховному и в комиссию по расследованию злодеяний фашизма. Товарищ маршал, все в сборе. Если в сборе, к делу, прошу, товарищ. Садитесь, товарищи. Товарищи, я уполномочен довести директиву Ставки Верховного Главного Командования на проведение Уманско-Баташанской операции. Противник не ждет нашего наступления, так как он уверен, что мы собираем силы, подтягиваем тылы, пополняемся. Мы будем это делать, но в ходе наступления, которое практически начнем сразу же. Имею в виду к 25 марта выйти на государственную границу. Задача фронтам Ставка определяет.